Друзья, перед тем, как вы начнете слушать, хотим сказать, что на нашем чердаке есть и короткие мистические истории. Их можно послушать в ТикТоке и на Бусти. А также на Бусти у нас есть интересная рубрика «Три слова». С вас 3 слова, с нас рассказ. Вы присылаете нам любые 3 слова, а мы пишем по ним рассказ и, конечно, упоминаем вас. Также у нас есть телеграм-канал. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Это помогает продвигать наш канал, и мы, авторы, монстрически благодарны за вашу поддержку. А теперь история. Я уже много лет не общаюсь со своей бабушкой, маминой мамой. В детстве мы почти к ней и не ездили. А если ездили, никогда не оставались у нее на ночь. Приезжали, привозили продукты, помогали в саду и уезжали. В основном ее навещали мама или папа, в зависимости от того, какая помощь требовалась бабушке. Озвучили Garrett Stories. Когда мне было 8 лет, а брату 5, нас отвезли туда на целое лето. Родителям было не до нас, они купили новую квартиру и занимались ремонтом и переездом. Ну а нас с братом отправили к бабушке на все лето. Для большинства из людей фраза «в деревню к бабушке» не вызывает никакого беспокойства. Обычно эта фраза рисует образ улыбающейся бабушки, раскинувшей руки для сердечных объятий, чистого дома с запахом пирогов, накрытого стола и, конечно, дает ощущение свободы. Бабушки всегда позволяют внукам больше, чем родители. Ну так вот, это все совсем не про мою бабушку. Моя бабушка редко улыбается. Она высокая и вся какая-то сухая, с суровым взглядом. У нее очень пронзительный взгляд. Бабушка может долго, не мигая, смотреть на тебя, вернее, даже внутрь тебя. И ты начинаешь понимать, что она знает все. Про все твои проделки, какие были, какие будут. Она читает даже мысли. Она не обнимает, но крепко берет за руку, и ты чувствуешь себя под ее защитой. Она называет нас с братом полными именами – Светлана и Валерий. Она всегда заканчивает фразы какими-то поговорками, типа «за старыми людьми, как за каменной стеной». Или вот ее любимое «поторопись да не спеши». Везде ее добавляет. И дом у моей бабушки очень-очень странный. Он стоит в конце улицы, почти у самого леса. Издалека смотришь, вроде бы обычная деревенская изба, а подойдешь ближе и видишь обшарпанные покосившиеся стены. Дом больше похож на какой-то заброшенный сарай. У самых стен дома кольцом вокруг всей избы плотными рядами растет крапива. В мои 8 лет крапива была выше меня на целую голову. Она растет везде, и у крыльца тоже. Наш папа, когда привез нас тем летом, решил помочь бабушке и выдернуть крапиву, хотя бы у крыльца. Но бабушка неожиданно сурово отчитала его. «В чужом монастыре со своим уставом не ходи!» Поджав губы, сказала, что она сама справится, и посоветовала папе успеть на последний автобус. У забора вокруг участка растет чертополох. Моя бабушка не занимается садом, его у нее просто нет. Дикие осины, чертополох, крапива, полынь – вот все, что можно найти на участке возле дома. А вот внутри дома все совершенно наоборот. Там царит идеальная чистота. На стенах светлые обои в мелкий редкий цветочек, хрустящие накрахмаленные скатерти на столах, пол, пахнущий душистыми травами. Бабушка моет пол, а потом протирает его мокрым пучком разных трав. Выбеленная печь и всегда вкусные запахи. И посреди этого наша суровая высоченная бабушка с поджатыми губами и пронзительным, немигающим строгим взглядом, от которого ужасно неуютно. Дом был маленький, играть в нем было негде. Около дома, среди зарослей чертополоха и крапивы, тоже было невозможно играть, и мы с братом убегали за калитку на улицу или к реке. Бабушка не возражала, она запирала дом и уходила до обеда куда-то, потом появлялась, забирала нас оттуда, от реки, и вела обедать. После обеда мы с братом убегали снова играть на улицу. Моя бабушка не общительная, у нее нет подруг.
Она не стоит и не сплетничает с соседками, обсуждая последние новости. К ней не ходят гости. Иногда люди подходили к калитке, звали ее по отчеству, но в дом не заходили. Бабушка выходила, коротко общалась и все. Иногда бабушка уходила вместе с позвавшей ее соседкой. Когда бабушка проходит мимо кого-то из соседей, все замолкают, молча кивают и ждут, когда она пройдет. Ее ближайший сосед, дед Митяй, при ее появлении всегда старался выпрямиться и бросал на землю окурок. Но при всем при этом соседи охотно соглашались ей помочь и присмотреть за нами. В основном приглядывал дед Митяй. Как я и сказала, огород не был любимым занятием моей бабушки. И я совсем тогда не задумывалась, на что вообще жила моя бабушка. Овощи, ягоды, свежие продукты были на столе каждый день. Но где она их брала? К обеду бабушка возвращалась, кормила нас и делала какие-то свои дела в чулане. Туда она нас не пускала. В дождливые дни бабушка сидела дома с нами и читала нам книги. Иногда рассказывала сказки про лесных духов и вплетала в них истории про жителей деревни. И было у моей бабушки правило, которое пугало меня до жуткого холода в животе. Каждый вечер в 20:00 мы должны были быть дома. В доме закрывались все двери и окна, плотно задергивались шторы и выключался свет. Шторы были очень плотные, и весь дом довольно быстро погружался в темноту. Когда темнота становилась непроглядной, бабушка зажигала маленькую свечку в узком футляре и ставила ее за комод подальше от окон. И мы должны были очень тихо сидеть. Разговаривать можно было только шепотом. Помню, как в первый раз меня напугала эта неожиданная темнота со свечкой. Я уже готова была зареветь, а следом за мной Валерка, но тут бабушка достала лото и стала учить нас играть. Прямо на полу, рядом со свечкой. Валерка тогда не знал цифр. Бабушка учила его. А потом мы шли спать и опять молча. Иногда вместо лото бабушка рассказывала нам легенды про травы и цветы. Помню до сих пор, что чертополох в них был королем. Детская память – удивительная вещь. Утром, как только солнце заливало светом комнату, любые воспоминания о вчерашнем ритуале забывались. Мы с Валеркой вскакивали, завтракали и мчались играть на улицу, даже не вспоминая про тяжелую, странную вчерашнюю темноту. И так повторялось каждый день, и нарушить это правило было никак нельзя. Но однажды я попробовала. В конце августа, за день до приезда родителей, мы так увлеклись игрой в прятки с соседскими детьми, что просто забыли про время и этот бабушкин ритуал. Я спряталась под каким-то огромным корытом и с замиранием сердца ждала, когда меня найдут. И вдруг корыто подлетело вверх и далеко в сторону, а надо мной, уперев руки в бока, возвышалась огромная и страшно злая бабушка. «Ты помнишь, где ты должна быть в это время?» – прорычала она. Я сглотнула, не в силах даже кивнуть, до того я испугалась. «Где твой брат?» – рявкнула бабушка, озираясь вокруг. Не знаю, где-то спрятался», – еле пролепетала я. «Валерий, выходи немедленно!» – прогремело сверху. Она схватила меня за плечо, рывком подняла, взяла стальной хваткой за руку и снова проорала Валеркино имя. Все дети, замерев, таращились на нее. Мне было и страшно, и стыдно одновременно. Тут она увидела выглядывающего из-за сарая Валерку и рванула к нему, таща меня за руку буквально волоком. Подхватила Валерку под мышку и устремилась с нами к дому, больше не говоря никому ни слова. Она втащила нас в дом, буквально бросила на пол, заперла дверь и рванула к окнам, со стуком закрывая их и задергивая шторы. На ходу она повернулась ко мне. «Светлана, свет! Выключи свет!» Я выключила свет. Мне было так страшно. Больше всего на свете мне хотелось очутиться в этот момент дома, рядом с мамой. Голос бабушки в темноте прошипел рядом с нами. «Марш в кровать! И не сметь оттуда выходить!»
Она довела нас до кроватей, помогла нам переодеться, мы юркнули под одеяло. Я лежала в полном ужасе. А снаружи раздавались голоса детей, которые продолжали играть, будто ничего не произошло. И тут меня прорвало. Я громко в голос заревела и завыла. «Хочу к маме! Ты нас не любишь! Ты злая!» Рядом начал всхлипывать Валерка. И тут бабушка одним прыжком от двери подскочила ко мне, зажала мне рот рукой и стала шипеть в лицо: «Молчи, молчи, молчи!» Из-за ее руки я не могла вдохнуть полной грудью, и я запаниковала. Я задергалась под одеялом, пытаясь выскользнуть, но она свободной ручищей прижала меня к матрасу. Мне было настолько страшно, что я перестала плакать и шевелиться. Бабушка убрала руку от рта, подождала, брала другую руку, грозно прошипела: «Чтобы ни звука!» Я сжалась под одеялом в комок, а когда бабушка ушла к себе, ко мне пришел Валерка. Он был тоже сильно напуган. Мы с ним обнялись и так и уснули вместе на одной кровати. Этот страх я помню до сих пор. Я начинаю задыхаться, как только вспоминаю ту ладонь, зажимающую мне рот, и будто слышу рядом бабушкино шипение: «Молчи, молчи, молчи». Сердце начинает биться, и хочется бежать, кричать. А самое ужасное, я не понимаю, из-за чего все это случилось. Что это за ритуал такой? На другой день я была вялой, отвечала бабушке односложно. На улицу я не пошла, осталась ждать родителей в доме. Брат тоже молчал и не отходил от меня ни на шаг. И бабушка молчала тоже. Она так ничего нам и не объяснила. Посмотрела на нас, потом вздохнула и куда-то в сторону бросила: «Не беречь поросли, не видать и дерева». Через час приехали родители. Я бросилась к маме, обняла и больше не отходила от нее. На бабушку я смотреть не хотела. Боялась. Валерка, видимо, чувствовал мой страх. Захныкал, запросился домой. Мы быстро собрали наши вещи. Бабушка сунула маме какой-то сверток со словами: «Пригодится, знаю». Мама посмотрела на нее долгим, встревоженным взглядом, потом кивнула и положила сверток в свою сумку. Мы вышли из дома. Я не обняла бабушку на прощание, как и Валерка. За калиткой я оглянулась. Бабушка стояла каланчой на крыльце, смотрела на меня и быстро-быстро что-то шептала. Я вцепилась в мамину руку и больше не оборачивалась. Маме я ничего тогда рассказывать не стала. Мне было слишком страшно не то что описывать все, что случилось, а даже просто вспоминать об этом. Но, как я уже говорила, детская память обладает способностью быстро переключаться на другое. Началась школа, и снова мои подружки, секция волейбола. Я довольно скоро забыла об ужасах того лета. Жизнь у подростков мчится стремительно, только держись. И о бабушке я вспоминала только, если мама предлагала навестить ее. Я отвечала категорическим отказом. Так прошло несколько лет. Я закончила школу и поступила на журфак. И вот наступил 2020 год. Повсюду смертельным катком проехала эпидемия ковида. Не обошла она и нас. Я училась уже на 3-м курсе, брат готовился к сдаче ЕГЭ, когда наш папа тяжело заболел. Его положили в больницу, и несколько дней мы жили в ожидании плохих новостей. Я тогда впервые после того лета увидела сверток, который бабушка передала маме. Но мама быстро спрятала его, и я так и не увидела и не поняла, что в нем. Честно говоря, было и не до этого. Через 2 дня нам сообщили, что папе стало лучше. Его сняли с аппарата и перевели в палату. Вскоре его можно было навещать. Мама разрывалась между работой, домом и больницей, когда однажды вечером нам позвонили и сообщили о болезни бабушки. И поскольку я была более-менее свободна в тот момент, на меня пал выбор ехать ухаживать за больной бабушкой. Я была сильно подавлена. И тогда рассказала маме, почему я все эти года отказывалась к ней ездить.
Реакция мамы меня неприятно удивила. Она восприняла мой рассказ довольно спокойно, пожала плечами и сказала: «Ну, вот такая у нас странная бабушка со своими деревенскими причудами и суевериями. Не бросать же ее одну в болезни из-за них». А мне было жалко маму. Я видела, как сильно она устала. И я не смогла отказаться. Но в мозгу засело слово «суеверие». Всю ночь я искала информацию о суевериях, при которых надо сидеть в темноте, говорить шепотом. Я искала ответы на вопросы, которых становилось все больше и больше. Почему в темноте? Почему шепотом? Почему только в нашем доме такое правило? Не сразу, но я нашла ответы. Только от них я пришла в еще больший ужас. Такие истории уже случались с другими людьми. Они делились ими на форумах. И все эти истории относились к так называемой темной деревенской магии. А время с 20:00 до рассвета самое подходящее для колдовства, порчи и, сюрприз, для инициации темных сил в другом человеке. То есть для передачи своих сил другому человеку. И этот человек должен быть обязательно женского пола и желательно одной крови с ведьмой, через поколение. То есть молодой. Ведьма должна просто находиться рядом и что-то делать, при этом остальным эти манипуляции не видны. Вот для этого и нужна полная темнота. Разрешается только зажечь свечку с кладбища. У меня зашевелились волосы от ужаса. Что же делать? Как мне теперь туда ехать, зная все это? Дрожащими руками я стала писать в форумах, как можно защититься, есть средства для защиты. Довольно быстро мне ответили 3 человека. Один посоветовал нарисовать на теле рунные ставы, где-нибудь на скрываемом одеждой месте. Другой ответ направил меня к какой-то другой ведьме, которая за 5000 рублей в час черта лысого в ангела превратит. Третий посоветовал распихать везде букетики полыни. Господи, где я ночью найду полынь? А завтра утром у меня уже автобус. Успокоившись и подумав, я решила завтра утром выйти пораньше и пройти на вокзал через частный сектор. Там есть заброшенные дома, заросшие сорняками. Я нарисовала на бедре руны и легла спать, но заснуть я так и не смогла. В голове стало еще больше вопросов, но среди них был один, самый главный. Моя бабушка ведьма? Утром я встала пораньше. Маме ничего рассказывать не стала. Не хватало ей еще колдовства в ее карусели. Я взяла катушку ниток, направилась в частный сектор. Там я отыскала полынь, сделала из нее небольшие букетики и рассовала их по всем карманам и в сумку. А потом пошла на вокзал. Я села в автобус и через 3 часа уже шагала по деревне к дому бабушки. У калитки я остановилась и огляделась. Ничего не изменилось. Сад был также запущен. Повсюду росли чертополох, крапива в человеческий рост. Если присесть на корточки, то из-за крапивы видно было только крышу дома. Я вздохнула и открыла калитку. Бабушка была в доме. Она лежала в постели и тяжело дышала. Но как только увидела меня, попыталась сесть. «Светлана, почему ты здесь? Где мама? Уезжай отсюда! Зачем ты приехала? Уходи! Ты успеешь еще на последний автобус!» «Да уж, радушный прием, нечего сказать», — усмехнулась я. «Мама с папой сейчас. Она не приедет, ухаживает за ним, так что придется тебе меня потерпеть». Бабушка отвернулась к стене и всем своим видом показывала нежелание общаться со мной. Ну а мне стало вдруг очень жалко ее. Исхудавшая, даже иссохшая, она выглядела совсем не устрашающе. И уж точно не такой, какой я видела ее в последний раз. Я сунула руку в карман, потеребила пучок полыни. Затем вздохнула и огляделась. Дом был запущен и впервые стал похож на участок вокруг него. Видно было, что уже давно тут не проводилась уборка. Единственным чистым местом в доме был стол. На нем стояла чистая посуда, кружка, небольшая алюминиевая миска, ложка, накрытая сверху чистым полотенцем.
и электрическая плитка. Топить печку у бабушки, видимо, не было сил. Я поставила на стол сумку и стала вытаскивать привезенные лекарства и продукты. Затем я позвонила маме, рассказала о состоянии бабушки и по ее указанию стала варить куриный суп. Пока варился бульон, я решила убраться. Для начала я вымыла окна, затем стала вытирать пыль. И я впервые заметила, что по всему дому, в каждом углу под потолком висят сухие букетики из трав. Среди них я узнала полынь и крапиву. Я растерялась. Неужели меня обманули в интернете, и полынь действует ровно наоборот? Может, я наоборот ослабляю пучками полыни в кармане свою защиту? Мысли прервало шипение плитки от попавшего на нее бульона. Я не привыкла готовить еду на плитке. Бросилась спасать. Потом я мыла полы вокруг плитки, заодно по всему дому. Потом кормила бабушку, поила лекарствами. Бабушка от лекарств уснула быстро. И я решила поискать информацию о полыни в интернете. В основном писали про пользу полыни для здоровья, а в форуме на мои вопросы сегодня никто не отвечал. Увлекшись поиском информации, я не заметила, как закончился день. Застонала бабушка, я бросилась к ней. «Что, бабушка?» Слабым голосом она спросила. «Сколько времени?» 19:57, сказала я и похолодела, вспомнив про 20:00. Бабушка необычайно цепко вцепилась в меня и, впершись в меня взглядом, просипела: «Светлана, быстрее! Закрывай окна, двери, задерни шторы и выключи свет!» «Хорошо, хорошо, сейчас примем лекарство, и я закрою». Бабушка еще больнее сжала руку и попыталась сесть на кровати. Она сильно волновалась. «Нет, сделай сейчас, прямо сейчас, иди, сделай!» Я сунула руку в карман, потеребила полынь, встала и закрыла двери, затем окна. А когда я задергивала шторы, увидела соседку Клавдию Петровну, что жила через 3 дома. Она шла мимо, но, увидев меня в окне, остановилась, подошла к нашей калитке и стояла, улыбаясь, молча разглядывая меня. Это было неприятно. Я резко задернула штору. «Свет! Светлана, выключи свет!» Бабушка все это время наблюдала за мной, не отрывая взгляда. Я пошла к выключателю, кивнув в сторону окон. «Там соседка стоит у калитки. Может, надо чего? Выйти? Спросить?» Я выключила свет и положила руку на бедро, где были нарисованы руны, а другую руку сунула в карман и вцепилась в полынь. Слабый свет все еще проникал сквозь шторы, ведь на улице в это время летом еще светло. «Какая соседка?» Бабушка уже сидела на кровати, спустив ноги. А мне внезапно стало страшно, и я осталась стоять около выключателя, у двери. «Клавдия Петровна?» «Сиди тихо, не отвечай, не реагируй на нее». Бабушка сильно волновалась и смотрела на меня, не мигая. Тут снаружи послышался голос соседки. «Степановна, ты еще жива, что ли? Внучка, что ли, приехала? Лекарство привезла? Может, поделишься? Зять слег совсем». «Бабушка, я могу помочь, мама с запасом дала лекарств», сказала я бабушке. «Шепотом, говори шепотом», прошипела она. Мне стало страшно, будто мне было снова 8 лет, и я ждала, что бабушка прыгнет ко мне, зажмет рот рукой, и я снова не смогу дышать и говорить. Я вжалась в дверь. Если честно, в эту минуту я была готова убежать куда угодно. Помолчав, бабушка прошептала: «Нет у нее никакого зятя. Дочь еще до замужества умерла, утопла». Я растерялась. «Но почему тогда...» А снаружи снова раздался голос соседки. «И не пригласишь в дом на внучку посмотреть? Видела я ее, приехала». Мы с бабушкой молча таращились друг на друга.
У меня было много вопросов, а она смотрела тем же взглядом, как в детстве, пресекающим на корню все мои вопросы, не давая шанса получить ответы. Казалось, она всю силу, все здоровье вложила в этот взгляд. Я полностью была под властью ее глаз. Светлана, отойди от двери. Иди сюда, сядь рядом. Я очнулась от ее шепота и вспомнила, что мне не 8 лет. «Нет!» – громко сказала я. «Пока ты не расскажешь, что здесь происходит!» Взгляд бабушки стал умоляющим. Молчи. Она не должна слышать твой голос. Вопросов стало намного больше. Они больше не умещались в моей голове и стали вырываться наружу. Я и не думала понижать голос. Кто не должна? Почему не должна? Почему именно мой? Что происходит? Почему вообще надо закрывать все двери и окна? Бабушка собрала все силы, и пока я задавала вопросы, подбиралась к двери. Темнота сгущалась. В этот раз никто и не подумал зажечь свечку. Я оцепенела, когда шепот бабушки раздался прямо возле самого моего уха. Немедленно в кровать. Все узнаешь утром. Я уже была готова отойти от двери и выполнить приказ бабушки, когда вдруг по нашей двери кто-то негромко постучал, а в щель громко и хрипло задышали. Светочка, ты же там? Слышу тебя. Может, тебе помочь? Я совсем растерялась. Но тут бабушка резко толкнула меня в дом, откуда только силы взялись, и что-то дернуло над притолокой. Снаружи что-то упало, а потом раздался отборный мат и вой. Я не понимала, кто воет, мужчина или женщина. А бабушка, судя по звукам, подтаскивала стол к двери и что-то плескала на дверь бормоча. Потом раздался вздох бабушки, и она пошаркала в сторону комода. Зажгла там свечку. Я увидела совсем обессилевшую бабушку. А снаружи все стихло. Бабушка пошла к кровати, бросив мне на ходу: «Пойдем, Светлана, со мной. Не бойся, теперь есть время. Расскажу все. Пора. Ну, давай, поторопись, да не спеши». И той ночью в полной темноте, под мерцание маленькой свечки, бабушка мне все рассказала. Когда бабушка была молодой, деревня была больше. Было много молодежи, никто не уезжал в города. Жили небогато, но весело. Трудились всем скопом, помогали друг другу. Крышу покрыть, дом построить, огород спахать – не проблема. Бабушка и дедушка учились вместе, и в старших классах они почувствовали, что друг друга любят и не представляют жизни друг без друга. А после войны был голод. Ели черти что, траву всякую, улиток, полынь в муку перетирали. Мой дедушка землю любил, знал, что и когда посадить, чтобы было больше урожая. Но урожай тот забирали из колхозов, и еды все равно не хватало. Бабушка искала еду в лесу. Лес ее любил. Ни разу бабушка не приходила домой с пустыми руками. Однажды она заблудилась в лесу и не вернулась домой. Бабушку искали всей деревней. Дедушка тогда чуть разум от горя не потерял. Бабушку в лесу нашла староверка. Жила она одна в землянке, вся ее семья уже давно умерла. И вот она ее выходила, а заодно и научила всему, что знала про травы, про лес и про светлую лечебную магию. «Запомни, — говорила она, — если есть светлая магия, то есть и темная. Всегда соблюдается равновесие. Если темная магия слишком много забирает у светлой, то сама лишается гораздо большего. Баланс восстанавливается всегда». Бабушка вздохнула. Рассказала она мне, Светлана, что светлые магии продлевают жизнь того, кого полюбят. Живут долго с любимыми, но детям долголетие не передается. А вот темные маги пьют силу даже от любимых и хоронят их раньше времени. Она откинулась на подушки, попросила дать ей попить. Я молча выполнила ее просьбу,
чувствовала, что не надо задавать вопросы, надо помолчать. Бабушка продолжила. И светлые, и темные маги могут передавать свою силу через поколение внукам, вернее внучкам, только по женской линии. Светлый маг сам выбирает, кому передать свои силы и знания, и передает их на рассвете до полудня. Для этого надо в лес уйти, жить там какое-то время. А темному проще. Подходящее время для них ночь, с 20:00 до рассвета, и делать это они могут в любом месте. Главное, чтобы кладбище рядом было. Любое. Я встала от волнения, не отрывая глаз от бабушки. Бабушка похлопала рукой по кровати. Сядь, не закончила я рассказывать. Я села, готовая вскочить в любой момент. Бабушка продолжила. И вот, если у темной ведьмы никого не осталось, ищет она преемницу по голосу и по запаху. Снаружи около двери заворочились. Бабушка, кивнув, сказала. Я на нее заговоренный чертополох скинула и отваром полыни полила. Она тихонько засмеялась. Я впервые слышала смех бабушки. И, как ни странно, в этой жуткой, темной ночи он успокоил меня. Бабушка кивнула в сторону двери. Ее надолго это не задержит, но я успею. Бабушка пожевала губами. В общем, вернулась я через 4 месяца в деревню, как снег на голову. Меня уже все похоронили. Только Алеша мой никак смириться с моей потерей не хотел. Словом, мы почти сразу поженились. Но вот пока меня не было, оказывается, внучка этой вот Клавдии Петровны проходу моему Алёше не давала, а он ни в какую. То есть как внучка? Перебила я ее. Сколько же ей лет тогда? Ты что-то путаешь? Нет, не путаю. Слушай внимательно. Ты думаешь, сколько ей лет? Да она при царе еще родилась, и не при последнем. Наткнувшись на мой неверящий взгляд, она продолжила с досадой. Светлана, да слушай до конца, выводы потом будешь делать. Словом, Маринка, внучка ее, влюбилась в Алешу. А все бесполезно. И бабка решила ей помочь. И не получилось. Любила я его сильно, сердце отдала полностью ему. И защитила его этим самым. И магия этой ведьмы рикошетом ударила от Алеши по ее же внучке. Маринка не перенесла, утопилась. А Петровна совсем озверела. «Ты следующая», — говорит. А я уже мать твою под сердцем носила, а дитя в утробе защищено больше, чем сама колдунья. Перешла ее магия на Алешу, и умер он. А Петровна поклялась, что преемницу мою заберет, даже если она не предназначена будет для нее. Главное, что она моя. Отомстит, сказала. Бабушка закрыла глаза, долго молчала. Я думала, она уснула. А она, не открывая глаз, продолжила говорить. Родилась твоя мама, потом ты. Я вырастила защитный круг. Чертополох он помогает светлым ведьмам. Крапива помогает, полынь защищает. Надо мной смеются, но уважают. Лечу всех вокруг, роды принимаю. А тебя запретила ко мне возить. И сама не езжу тоже, потому как нельзя мне далеко от леса. Он моя сила. А когда тебя тем летом привезли, ведьма сдурела совсем. Мор скота тогда начался страшный. Отвлекала она меня так от твоей защиты. Не могла я с тобой находиться все время. Но вот по вечерам в ее сильное время прятала тебя. Накрывала нас темнотой, зажигала мою свечку из воска пчелиного и трав,
И не могла она нас увидеть, учуять, услышать. Я стояла оглушенная. Так моя бабушка меня спасала все это время. Снаружи около двери стали тихонечко подвывать. Бабушка поймала мой обеспокоенный взгляд. «Не бойся, немного осталось до рассвета», — ласково сказала она. И от ее ласкового тона я разревелась. Я сидела на полу у ее кровати, беззвучно плакала, а она гладила меня шершавой рукой. Потом я легла рядом, и мы уснули вместе. Утром я открыла глаза. На меня глядела и улыбалась моя бабушка. Я глядела на нее, и на меня накатывал стыд. Я стала вспоминать все, что я говорила бабушке. «Бабушка!» — начала я. «Не волнуйся», — тут же ответила она. «Меня не задевали твои слова. Я знала, что делала правильно. Хотя было очень больно не видеть вас». Потом я готовила завтрак под руководством бабушки и, заливаясь краской, рассказывала ей, что я думала про нее. Показала нарисованные руны. Она смеялась тихим смехом. Сказала мне, что все это ерунда, что, может, и работает где-то, но точно не у нас в деревне. А вот про полынь похвалила. А потом я задала мучивший меня вопрос. «Бабушка, а можно как-то ее победить, навсегда, чтобы больше не сидеть в темноте каждый вечер?» Бабушка посмотрела на меня серьезным взглядом и ответила. «Можно. Есть такое средство. Только это не мне решать, а тебе». «Мне?» – удивилась я. «Да, Светлана, тебе. Ведьма эта так хотела мне отомстить за свои же ошибки, что забыла про главное правило своего существования – передавать свою силу. Если 3 поколения проживаешь и никому не передала, то так и уходит твоя сила туда, откуда пришла. Умирает ведьма. А еще нельзя передавать абы кому свои силы. Нарушила она этот закон, не искала преемника. Мстить пыталась. Доживает теперь она свой век. И одна надежда у нее на тебя будет теперь стремиться к тебе всеми силами. Уезжать тебе надо. Или принять мои силы, вздохнула она. Тогда ведьма уже не сможет ничего тебе сделать и не станет ее в 3-дневный срок. Но я могу передать только, если ты сама решишься на это добровольно». «Алло, мам, бабушке уже лучше, но я останусь с ней еще на месяц. Знаешь, тут чудесный лес.